Здравствуйте, меня зовут Даша. Я решила начать вести систему денежных конвертов для того, чтобы привести все свои финансы в порядок. Наша семья состоит из 3 человек. Я, муж и маленький ребенок. То есть 3 человека. Все финансы, которые попадают, я буду складывать сюда, в специальный кошелечек на распределение. Так как я только начинаю вести эту систему, то часть денег пока находится у нас на картах и часть наличные. В принципе, я так и решила, что часть будет в электронном виде, а часть будет храниться наличкой. То есть финансы, которые поступают, буду складывать в такой кошелечек на распределение. Те деньги, которые поступают наличными, они наличные, как настоящие денежки. А те, которые электронные, то есть на карты, я буду распределять с помощью денег из магазина, из банка Пайкол. То есть не настоящие деньги. Посмотрим, как эта система себя покажет. Но пока решила делать так. Сейчас на входе наличными 8750 рублей, а на картах 58250. Это плюс зарплата, которая поступила, и плюс накопления, которые уже были. И сейчас планирую их распределить с помощью системы конвертов. Сначала разложим все наши денежки. Так, тысячные. Пятисотки. Красивее их размещу. Пятисотки. Так, сейчас подвину. По 200 даже есть 2 купюры. И, конечно же, побольше соточек. Конвертиков много, и чтобы на все конвертики хватило денег, чтобы их туда разместить. Так, вот еще. 100 рублевки. Так. Эту систему ведения финансов я пробую первый раз. Посмотрим, какие будут результаты. Вот это настоящие деньги. Ой, еще 2000 забыла. Самое красивое на сюда положу ее. Положу к тысячным. А эта стопка у меня идет, что те деньги, которые лежат на картах, и купюры из банка Пайколов. На каждую купюру указано, что оно не является платежным средством. Так что с настоящими деньгами перепутать очень сложно. Плюс они сделаны из обычной бумаги. Даже год специально указан. Не 1907, а семерочку поменяли местами с единичкой, чтобы никто не путался. Еще написано что не билет банка Пайколов. Я их сортировать не буду, я их сюда положу стопочкой отдельно, и потом по конвертикам тоже распределю. Финансы я решила что поделю конверты на 3 категории. Это ежемесячные, ежегодные и долгосрочные. Долгосрочные это фонды на долгое копление. Ежегодные, которые раз в год, то есть не каждый месяц отсюда берем, потому что, например, подарки, они несколько раз в год. И в отпуск можно несколько раз в год съездить. Такие категории. Для того, чтобы распределять деньги под конвертом, у меня есть такой баннер. Я его сама задекорировала. Тут стандартно в нем шли такие конвертики на zip-замке. Но я еще сама сделала самодельные конвертики из бумаги для ламинирования. Уже все подготовила, осталось только распределять. Начнем распределение. Первое — это с коммунальных услуг. Так, это у нас идут ежемесячные. Так, на коммунальные услуги мне нужно положить 6000. То, что у меня отмечено желтым, выделено выделителем, это, то есть в электронном виде будет храниться, потому что эти платежи оплачиваются с помощью карты, и мне показалось, что будет неудобно наличкой
Поэтому пока пробуем так, посмотрим, как эта система себя покажет. Вот, немножко ее потом переделаем. Так, на коммунальные услуги мне нужно, это будут электронные, то есть деньги на картах 6000. Так, из этой стопочки возьму 5000-ную. Так, и возьму 1000-ную. Так, 6000 у нас отправляются на коммунальные услуги. Так, коммунальные я сразу отмечу. То, что ушло сюда 6000. Внесено плюс 6. И на балансе теперь 6. Интернет-мобильная связь. Это 2 мобильных телефона у меня и у мужа. И плюс оплата интернета выходит. Ежемесячный платеж у нас 850 рублей. И сюда в нашу тоже 850. Так, это желтые. То есть у меня будут не настоящие деньги. Ну, не настоящие, но только лежащие на карте. Так, 850. 500. Беру 200. Вот, полтинник 800. 850. Как раз уже скоро подходит срок оплаты. Эти денежки будут списаны на оплату интернета и мобильных телефонов. Так, отправляю их в конвертики. И убежала. Так. Все, сложу, чтобы покрасивее было. Следующее это подписки. На подписки 400 рублей. 400. Внесено и баланс теперь 400 рублей. Так, смотрим желтый. То есть тоже будут электронные деньги 400. А вот как раз 400. Раз, два, 3, 4. 400 рублей. Появляются конвертики новые. Еще в них денежки ни разу не бывали. Ну, пускай привыкают. Это я их буду заполнять и аккуратно все складывать. Может, так будет удобнее. Все. На подписке 400 рублей. Садик для ребенка плюс оплата кружков. Так, сюда мне надо 5000. Да, внесено. Записываем 5. И на балансе получается 5000. Тоже денежку вам одна-два как раз 5000 идеально подходит. Садик, кружки. Можно, конечно, было просто бумажки, например, вкладывать и писать на них сумму, которая лежит на карте, в этом конверте. Но все-таки хотелось, чтобы ощущать бумагу, чтобы понимать, когда смотришь, и понимать, сколько у тебя денег осталось. Мне кажется, мне так будет проще оценивать остатки и более грамотно распределять все финансы. Благодаря вот этим денежкам. Плюс у меня скоро ребенок подрастет, и будем играть не в магазин, нужна будет касса. Эти купюры, они все равно пригодятся. Так, на еду. На еду у меня уходит 10 000 и тоже электронная. Наличными я уже очень давно не расплачивалась в магазинах. Переходить на наличку, мне кажется, будет не сложновато. Так, еда. Записываем. Внесено 10 000. И на балансе получается 10 000 рублей. Заполняем этот конвертик. Дальше будут развлечения. Очень важный конвертик. Так, там надо было чуть-чуть не побольше конвертики делать, тогда, мне кажется, денежки более свободно бы помещались. Ну,
Или просто нужно больше потренироваться. Так, на еду денежки отправили. Так, теперь на развлечения. На развлечения нужно будет ложить настоящие бумажные деньги. Так, на месяц. Сколько же я сюда отправлю? Наверное, 400 рублей только, да. 400. Так, раз, два, три, 4. Наверное, соточки на 400 рублей. Отправляем на развлечения. Ну, это как минимум, я считаю, чтобы в среднем у нас по городу сходить там в музей стоит рублей 200. Если, например, пойдем мы с ребенком в музей, а у меня дошкольник, ну, то есть еще можно мужа или 2 раза сходить в музей, просто мама малыш, ну, либо мужа отправить, либо можно всей семьей пойти будет. То есть я на данный момент я вот так запланировала. Не люблю, когда уголки загнуты. Сейчас я его поправлю, чтобы в конвертике красиво лежала денежка. Денежки любят, когда к ним уважительно относятся. И вот все, это закрываю. Вот такие вот шли в комплекте вместе с этим органайзером. Шли вот такие конвертики на zip. Так, транспорт и бензин. Так, развлечения не записала. На развлечение ушло 400 рублей. 400, баланс 400. Ну, в среднем в месяц мы где-то тратим на проезд, плюс оплата бензина. Муж меня водит, на машине ездит. Входит где-то 3000. Записываем сюда 3000. 3000 плюс в электронном виде. То есть в электронном, наверное, правильно будет говорить на карте. 3000 нужно. Раз, два, три. Смотрим. Раз, два, три. Все, и денежки у нас отправляются в свой конвертик. Тут, мне кажется, они, наверное, чуть побольше. Ну-ка, сейчас возьму настоящую купюру. Да, вот они. Настоящие, которые из банка приколов, они идут чуть больше. А я все конверты делала с расчетом, с замерами на настоящие деньги. А вот эти банкноты, которые идут из пачек, из банка приколов, они купюры чуть длиннее, поэтому они мне так тяжело заходят в конвертики. Вот эти 5 миллиметров. Я все удивляюсь сейчас, почему у меня не получается их разместить. Ну-ка, сейчас развернем. То есть нужно, если я планирую использовать, все-таки конвертики чуть-чуть поширше. Я вот хочу, чтобы не является платежным средством, мне было сразу видно. Так. Да, они прям вплотную у меня входят. Ну, наверное, специально сделали, чтобы люди не путали настоящие деньги и денежки из магазина приколов. Так, транспорт, бензин, все заполнено. И вот у меня такой есть конвертик выручайка. Это на всякий случай, если вдруг мне не хватит на там кружок какой-нибудь дополнительный на занятие на это вряд ли, потому что у нас, скорее всего, на садика и на кружке будет как раз 5000 в месяц. Ну, развлечения. Решим сходить еще на какой-нибудь концерт, либо на еду не хватит вот заложенных финансов, этих 10 000. Тогда я планирую, что буду залазить в эту выручайку. Ну, либо на в конвертике быть, то есть на какие-то расходы, если не будет хватать, то вот у меня такой конвертик выручайка. Пока отправляется только туда 3000. Вот они, да, 3000. Так, это сюда. Раз, два, да, 3000 купюрами из банка, из магазина приколов. Убираем их сюда. Так, давай. Выручайка. Выручайку я заполнила. Так, где она у меня? Баланс. Баланс будет 3000 и внесено тоже 3000. Не хотелось бы в случае необходимости лазить по другим конвертикам, поэтому вот придумала так, что будет один конвертик, который будет называться выручайка. И вследствие необходимости в этот конвертик можно будет залазить и добавлять по недостающим категориям. Все-таки я очень надеюсь, что получится вписаться в запланированные цифры. Следующий конверт идет быт. Я вот его здесь обозначила одной категорией, но он состоит из 3 частей. Мне так удобнее, то что вот на бытовую химию, гигиена и прочее. Это всякие моющие средства, бытовая химия,
посуду мыть, уборка, стирка. Я обычно закупаю большим объемом и переливаю потом более мелкую тару. Поэтому здесь какая-то, ну, мне так удобнее. Вот. И гигиена, ну, понятно, гели для душа, шампуньки, все в этом духе. До конца сейчас сразу исправлю. Сделала я их тоже сама, вот эти разделители. С бумаги склеила. Мне кажется, так будет удобно. Так, сколько же мне сюда отправить? Категория быт. Ага. Конвертик быт будет наполняться, на карточке у меня будут располагаться эти денежки. За кадром я вот сбегала и принесла еще купюр из билета банка приколов, чтобы наполнить эти конвертики. Сейчас мы их заполним. Так, бытовая химия 300 рублей. 300 рублей идет. Так, сейчас я их вот так поверну, чтобы сразу было видно, что это не настоящие денежки здесь лежат. Банк приколов. Так, бытовая химия 300 рублей у нас отправляется в этот конвертик. Бочком его. Так, на гигиену 200. Так, гигиену 200. И прочие расходы 300 рублей. Так, и прочее. Да, вот эти 5 миллиметров, они прям очень усложняют наполнение. Ну, ничего, я приспособлюсь, там в гигиене, наверное, неровно получилось. Да. Угу. Так, сейчас я их расправлю. Угу. Оп. Ничего страшного, я поправлю. Так. Так, следующая категория, это идет канцтовары, творчество по книге. Пока это все будет в одном конвертике. Потом вот я тоже думала, может быть, я и разнесу, потому что на книжке хотелось бы иметь книжки не только в электронном виде, но еще и на бумажном носителе. И потом, наверное, отдельный конвертик для этого сделаю. Но вот пока все в одном. И в эту категорию отправляется всего лишь 100 рублей. Вот, когда заработаем чуть больше денежек, буду наполнять более большей суммы. Так, 100 рублей. Смотрим у нас сюда. И вот она, соточка, отправляется в свой конвертик, в свой домик. Так. Дальше. Забота о себе. Конверт забота о себе отправляется тоже только 100 рублей. 100 рублей. Забота о себе. Я хочу вот сюда, скорее всего, категорию бьюти, то есть косметика, какие-то уходовые средства. Я планирую отсюда, пока у меня запас есть всех средств, но уже потихонечку буду накапливать, чтобы когда закончится, например, там тональный крем или тушь, чтобы у меня уже были финансы, чтобы их приобрести. Забота о себе 100 рублей. Так. Видите, свой конвертик. Вот тут прям вообще много места в этих конвертиках покупных. Хобби. Хобби также сделала 2 для себя и для мужа. У нас у каждого свои разные увлечения. И на данный момент отправлю по 50 рублей. По 50 рублей. То есть в общей сложности в этот конверт уходит 100 рублей. Но полтинников у меня, к сожалению, нету. Не смогла их найти. Воровать их очень мало. Не знаю, куда они делись. Ну, может быть, просто что привыкли расплачиваться картой и не обращала на это внимания. Ну, вот если они будут появляться в кошельке, я их буду беречь сюда, чтобы можно было складывать конвертики.
Поэтому ложу 100 рублей, но это как бы 50 рублей для себя, 50 рублей для мужа. Спорт. Давно уже не ходила ни в какие на платные занятия, но очень бы хотелось. Очень хочу, например, начать ходить в бассейн. Прям моя мечта. Тем более малыш уже подрос, времени свободного стало больше, и хотелось бы. Поэтому есть такой конвертик, тоже с 2 категориями, для себя и для мужа. И сюда отправляется 100 рублей, то есть 50 рублей для себя на спорт и 50 рублей для мужа. Так, 100 рублей у нас уходит в конвертик спорт. На личные траты, что-то себе купить, что не входит ни в какую из категорий, которые здесь получили по конвертике. То есть из этих конвертов можно будет тратить, вот что в голову пойдет, туда и потратить эти финансы. Тоже отправляется по 50 рублей. Чтобы конвертики совсем пустыми не оставались, я решила, что хотя бы по 50 рублей, но я в них размещу. Так, сейчас я переверну. Таки нравится, когда купюры лежат красиво. Вот, долг. Ух, это такая больная тема. У нас есть долг перед родственником. Уже большую часть долга мы выплатили. Осталось выплатить 120 тысяч рублей. Следующий платеж у нас будет в начале марта. И сюда я отправляю 20 тысяч. Мы платим частями 20 тысяч. И в начале марта, 1 марта, ну уже скоро, на электронном, на карте лежат деньги. Я переведу их в уплату долга. И долг уже будет всего лишь 100 тысяч. Что не может не радовать. Так, вот. И в этот конвертик отправляются 20 тысяч. Сейчас мы их разместим. И дальше уже перейдем к следующей категории. К следующей категории конвертов с ежегодными тратами. Ну, скорее всего, лучше назвать, наверное, накоплениями, распределениями, с ежегодными накоплениями, с последующими тратами. Оформила я вот следующим образом. Выписала те аффирмации, которые мне нравятся. То, что я магнит для денег, пускай это денежки копятся, пускай их становится больше, пускай конвертики краснеют, только, ну, можно сказать, пускай и из банка прикол, потому что эти деньги-то они есть, их просто нет в физическом, их не потрогаешь, но они на карте-то лежат, вот. Пускай их становится все больше и больше, и приходят они ко мне разными путями, я для них открыта. Начинаю. Так, заполнять данный конверт. Страховка автомобиля. Это будет только ближе к концу года, ноябрь месяц, то есть до ноября месяца здесь нужно будет накопить. Но пока, так как входных денег не очень много, всего лишь 8750, это недостаточно, чтобы заполнить остальные. Но конвертики я уже подготовила, вот 2 налоги и страховка. Налоги тоже в конце года, до декабря, в декабре только уплачивать. Поэтому пока они остаются пустыми, то есть внесено. Я пишу 0, и на балансе тоже на данный момент 0. Так, отпуск. На отпуск отправляется 100 рублей. И на балансе получается 100 рублей. Отправляются настоящие физические деньги. Так, вот она, 100 рублей. И отправляем их в конвертик отпуск. Готово. Подарки. Скоро март месяц, предстоят большие траты. У нас прекрасных дам очень много. Мамы, бабушки, сестры. Сюда пока вот с данного распределения, до марта я надеюсь, что еще будет поступление финансов до самих праздников. Пока отправляю только 2000. Я все-таки надеюсь, что у меня получится в данный конвертик положить еще денежку, потому что 2000, я боюсь, что мы не уложимся. У меня еще у мамы будет март, день рождения.
Так что этот конверт нужно будет прям хорошо заполнить. Со следующего поступления сюда побольше положить денежек. Следующее, это долгосрочные фонды по накоплению. Тут и инвестирование, и подушка безопасности, и для ребенка, и на обучение. Все это я решила отнести именно на долгосрочку, на долгосрочное накопление. Первый конвертик бизнес-инвестирования. С данного распределения я решила 500 рублей. 500 рублей. Когда накопится побольше денежек, можно уже будет пробовать куда-то инвестировать, что-то делать, потому что денежки уже пора зарабатывать, мне начинать. Мой декрет уже закончился. И нужно что-то думать. Ну и вообще даже не с этим связано, то что к финансам нужно относиться более ответственно. Следующая — это подушка безопасности. Прям очень сильно хочу ее накопить, чтобы она была, потому что сейчас так сложилось, кстати, что пусто. Но с чего-то стоит начинать, и поэтому сюда отправляются 100 рублей. 100 рублей. Так, вот они. И вот эта соточка идет сюда в подушку безопасности. Готово. Следующий конвертик — это сыночек. Сыночку я отправляю 200 рублей. 200 рублей. Вот как раз у меня здесь была зелененькая такая вот красивая банкнота с чайками. Так, мне так нравятся эти 200-ки. Прям и дизайн, и все люблю. Люблю такие картинки и птички. Прям приятно смотреть. Очень удачный дизайн у 200-рублевой купюры. Следующее — это на обучение. Обучение для себя и обучение для мужа. Так, сыну я отправила 200 рублей сюда. Посмотрим, что у меня осталось. Так, на обучение тогда уходит, ну, наверное, пока только 100 рублей, потому что здесь еще такие весомые категории, по которым скоро будут траты большие, поэтому по 50 рублей. Мужу, ну, также сделаю разделение для себя и для мужа. И вот сюда отправлю вот эти 100 рублей. Готово. Одежда и обувь. На одежду и обувь я отправляю 500. Пока что 500. Так. Потом еще планирую составить списки того, что нужно покупать, чтобы понимать, какие суммы лучше распределять в какой конвертик. Например, на одежду посмотреть, когда там малышу, когда что нужно докупить. Например, ну, к весне мы готовы, там и весенний костюмчик у него есть, и шапка, сапоги, это все есть. Тем более весна пройдет очень быстро, не успеем оглянуться, уже придет лето. Следующий конвертик — это здоровье и аптека. Решила их объединить здесь. И то, что на стоматолога, и покупка лекарств, когда болеем, все одна категория. Ну, хорошо, на лекарства у нас сейчас небольшие суммы уходят, только когда там простудимся или, ну, то есть по болезни. И на здоровье. Но вот зубы надо будет долечивать и мне, и мужу, но там пока, ну, еще не ходила, надо сходить к стоматологу для того, чтобы составили нам смету и сказали, на какие суммы нужно ориентироваться. Так, в эту категорию отправляется 4200. Так, почему у меня не осталось 3000? Вот тут все. 4200 я хотела, потому что я точно знаю, что один зубик будет у меня, наверное, в пределах 3000. Ну, я так думаю, потому что я год назад только была у стоматолога, и он как бы сказал, что лечение зуба терпит. И вот обозначил такой ценник, то что около 3000 будет стоить полечить, потому что там кариес не глубокий. Но все могло произойти. Это было год назад. Я вот запустила, не ходила, как бы зуб не болит, но все-таки лечить надо. Ну, на всякий случай 4200 я положу. Так, внесено аптека 4200. На балансе получается 4200 рублей. Техника. В категорию техника отправляется всего 100 рублей. 100 рублей. Чтобы
чтобы этот конвертик тоже не пустовал. 100 рублей на ремонт. А вот ремонт, странно, где категория авто. А что-то авто у меня конвертик куда-то пропал. На автомобиль. Так, может быть, я его пропустила? Сейчас я посмотрю. Обучение. Где-то он у меня потерялся. Мне казалось, что я его делала. Ну, значит, нужно будет сделать еще один конвертик для категории авто. Сюда будет заложен у меня ремонт и техобслуживание. Сюда отправляется 10 тысяч, потому что нужно автомобиль. Со слов можно провести там какие-то ремонтные работы, и нужно на это денежку. Даже, наверное, больше, чем 10 тысяч, я так думаю. Точнее, так думает муж, поэтому начну с 10, пока сюда отнесу. Ну, потом, когда мне скажет более точные суммы, сколько нужно, тогда я отправлю сюда побольше. Буду знать, сколько нужно накопить, и уже ориентируюсь на сумму, сколько нужно, буду сюда складывать. Так, буду мне их туда положить. Тогда я их просто, значит, уберу в сторону. Потому что конвертик мне не готов. Я еще один конвертик сюда доделаю, тогда вставлю в органайзер и положу сюда 10 тысяч. Следующая категория — это ремонт. У нас ремонт по квартире, всегда требуется что-то починить, где-то там что-то подклеить, чтобы на эту категорию денежки были. Поэтому я взяла этот конвертик, но у меня осталось всего 50 рублей. И я их, наверное, отнесу на не ремонт, да, я их положу сюда, на благотворительность, на категорию добро. Ремонт как бы сильно нужд нет, тут что-либо ремонтировать. А вот конвертик добро должен, я считаю, заполняться на каждом распределении. И финансы должны на добро обязательно уходить. Так, все, и последний, единственный мой полтинник ушел в этот конвертик. Все денежки были распределены. Ура! Мой органайзер, мой баннер наполнен. И вот он какой у меня получился. Получилось замечательно. Только вот осталось мне будет доделать один конвертик для автомобиля, для накопления средств на ремонт и техобслуживание. И тогда я буду чувствовать, что все сделала правильно, что все выполнено. Большое вам спасибо, что посмотрели видео. Обязательно подписывайтесь на канал и смотрите мои новые видео. Будем потихоньку разбираться в системе конвертов и учиться финансовой грамотности. Всего доброго, всем пока!